я в магазине покупаю творог. Вот подскажите мне еще такой вот вопрос. Как правильно говорить, творог или творог? Многие говорят творог, но мне не нравится это слово, поэтому я говорю творог. Может быть, это неправильно. Вот, и сегодня в этом видео я хочу проверить 3 проверки творога на натуральность. Самые-самые простые, вы можете тоже повторить в домашних условиях и понять, натуральный творог или там много добавок, или это просто творожный продукт. Самые простые. Давайте приступим. Для первого способа понадобится горячая вода. Я поставила чайник, сейчас вода нагреется. И покажу первый способ. Берем немного творога и в посуду. Заливаем сюда горячую воду и перемешиваем. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. И теперь смотрим. Натуральный творог не растворяется в горячей воде. Он просто оседает на дно. Вода при этом остается практически такой вот прозрачной. А вот если там много пальмового масла, то сразу будет видно. Все всплывает на поверхность, и все это начинает частично растворяться в воде. И вода будет прям мутная-мутная. Попробуйте. Вода такая прозрачная. Так, одну проверку мой творог прошел. Теперь проверка на крахмал. Берем немного творога в посуду. И сюда немного йода. Чуть-чуть. Можно перемешать. И что должно произойти? Если творог натуральный, то йод и творог остаются такими вот желтыми, видите, да? Если цвет поменялся, бывает синий, такой синевато-фиолетовый, то в продукте присутствует крахмал. Цвет остался таким же. Проверку мой творог прошел. Также простой способ, если вы ориентируетесь в этом, можно просто попробовать на вкус. Натуральный творог будет с характерной, чуть заметной кислинкой. А вот если вкус сладковатый, то это творожный продукт. Также можно проверить творог на натуральность. Это при помощи нагрева. Помещаю на горячую сковороду немного творога и начинаю его жарить. Натуральный творог моментально начинает сворачиваться и выделять небольшое количество сыворотки. А сырный продукт должен жариться, то есть он жарится, тянется и превращается в такую вот неприглядную массу. Друзья, простые же способы, если у вас дома есть в холодильнике творог, попробуйте, проверьте. Просто мне интересно, напишите под видео у вас как получилось, определить не получилось. Может быть, есть какие-то еще хитрости, я просто на данный момент просто не вспомнила. Напишите под видео, буду очень рада. А на этом я хочу попрощаться, до следующей встречи, всем пока-пока.